все, заплавляет очень хорошо, вон. И она туда протекает. Привет, ну все, выключаю. подписчиков. Ну, продолжаю тестировать разные индукторы. Вот к своему переделанному сварочному инвертору, превращенному в индукционную печку. В прошлых двух видео я показал вот такой вот индуктор, как работает. И вот такой вот формы тоже. Но это чтобы для себя понять, что и как можно греть и где их применить. Вот сверху ссылочка, вот в этом плейлисте там все будет про эти индуктора, что я вот сейчас вот буду тестировать. Тут по ходу такие кратенькие видео, просто ну, понять, что можно как-то применить где-то, возможно, и какой формой лучше будет работать. Сегодня я решил потестировать вот такой индуктор. Вот. Ну, он почти, в принципе, тот же самый почти что. Но вот видоизменен слегка. Вот так вот. Такую форму имеет. Просто чтобы подкладывать что-то сбоку. Ну, просто посмотрю, насколько вот, где его можно применить. И для каких целей. Просто я тут перематываю старые свои трубки. Поэтому вот просто пробую разные варианты. Вот. Так что такие-то. Ну и вот этот, который сейчас вот прикручен, он такой же формы, только маленький. Вот. Но это такой самый, просто я быстренько его намотал, прикину. Сейчас вот на нем прикину. Хочу попробовать, возможно ли будет запаять медью, допустим, медные трубки вот с помощью такого индуктора. Либо что-то надо еще там как-то додумывать. Ну, попробую, посмотрим. Ну, а потом вот этот прикручу, потестируем еще и вот этот индуктор. Ну, поехали. Ну, смотрите, вот такой индуктор, да, ну, вот он небольшой, совсем небольшой, трубочка шестерка. Вот, что я хочу на нем попробовать, это вот две трубки, это восьмерка и десятка. Вот вставлена одна в одну. Вот, и попробую индукционными токами разогреть ее и запаять вот таким твердосплавным припоем, это по меди. Я уже показывал, как им я спаивал трубки, но разогревал горелочкой. Вот, ну вот такой припой. Вот у него температура где-то вот такая. 643, 771 градус. В принципе, очень хорошо паяет. Вот, написано даже, что здесь где-то, вот, 5% серебра. Вот таким. Вот сейчас я попробую. Просто газовая горелочка, ну, долго приходится греть, чтобы разогреть и запаять. У этой трубки толщина стенок миллиметровая. Это для подвода воды. И, в принципе, вот прогреть до красна, до температуры горелочкой, ну, прилично время надо. Ну, вот попробую сегодня. Может, получится в индукционных токах разогреть. Но поскольку в прошлых я видео показывал, что у меня греются и цветные металлы напрямую в индукторе. Поэтому, ну, должно получиться. Сейчас попробуем. Сейчас камеру поставлю поближе. Ну и запустим. Вот трубочка, вот это десятка, вот это восьмерка. Стенка миллиметр. Ну вот так где-то на сантиметр я ее туда вставлю. Ну и попробую здесь вот разогреть. Посмотреть, получится, не получится. Просто даже интересно самому, что у меня здесь будет. Так, все, включил, вода вон булькает, тихонечко течет. Через шестерку плохо протекает, помпочка слабенькая. Но одел перчаточку кожаную. Ну, горячая, наверное, будет держать, потому что медь передается тепло быстро. Ну ладно, включаем. Сразу так подставим, посмотрим. Амперметр, там все видно, все подготовил. Все, включаемся. Ну, поехали. Я думаю, где-то амперах на 16 она должна нормально эту трубочку разогреть. Правда, тут светло, будет видно, не будет. Вот 14 ампер, 12, 13, 14.
Ну, дымок пошел. Не знаю, видно, не видно. Смотрим. Ну вот смотрите. Все уже чернеет трубка. В принципе, греется. Горячий. Сейчас так вот. Главное, чтобы вот это место, потому что там уже 2 миллиметра толщиной получается. Ну вон уже краснеет. Ребят, краснеет, смотрите, красное. Сейчас чуть-чуть еще подержим и посмотрим. Ну пока не плавит. Так, еще греемся. На 16 амперов. А что она не плавится-то? Должна. Вот, потекла. Все. Все. Неудобно в перчатке. А так держать горячо. Ну все, заплавляет очень хорошо. Вон. И она туда протекает. Ну все, выключаем. Сейчас покажу. Ну вот, все, медью заплавилась. Она туда вот протекает и нормально все это соединяется. В принципе, можно, если поаккуратнее вот этот индуктор, выключаю, поаккуратнее индуктор намотать, как-то его поменьше сделать, то я думаю, будет все нормально. Да. Вот. А поскольку разогревается хорошо, она туда внутрь протекает этот вот припой. Вот. И получается довольно прилично. Сейчас пойду охлажу, под воду засуну и покажу. Ну вот, смотрите. Вот, запаялось, все очень хорошо. Оно туда протекло. Так что если паять, допустим, свинцово-оловянным припоем, вообще проблем не будет. Он вообще быстро запаяется. Там и не надо до красна разогревать. Сейчас попробую зачистить чуть-чуть. Ну вот. Все аккуратненько. Просто когда я тут еще одну попробовал запаивать такую же трубку, ну не стал снимать то же самое, ну повторить. Ну да, все нормально, тут он даже вот натекло. Она туда вот протекает как раз в стык очень хорошо, все это дело, и плотненько все это дело сидит, очень даже прилично. Так что подумаю я потом, как вот поменьше что-то сделать и на гибком шланге, чтобы можно было подносить. Так вот неудобно. Потому что бывает в каком-то месте нужно подпаять. Так, ну, можно будет сделать какое-то выносное приспособление, чтобы и поменьше сам индукторок. Но это я подумаю, это можно все придумать. Ну вот, медь можно запаивать, все очень нормально. Твердосплавным припоем, медь медью. Ну, сейчас поставлю вот этот индуктор побольше. Ну и посмотрим, что он может. Ну, с этим понятно. Просто я сначала вот намотал вот такой индуктор, вот шестерочка, да. Ну, вот так вот думал прогревать. Ну, так получается не очень удобно. Тоже будет прогреваться, это 100%. Разогреется до красна, но не паять неудобно, не если какая-то длинная трубка, но тоже это заводить, если вот где-то стоит стационарно, ну, неудобно. Удобнее, конечно, вот такой индуктор, где сбоку вот подкладываешь, подставил и запаял. Вот, поэтому вот этот индуктор пока лежит, в крайнем случае перемотаю потом под что-нибудь еще другое. Так что получился довольно такой сварочный инвертор, переделанный в индукционную печку, довольно широкого спектра возможностей. Поэтому я думаю, что, ну, может, как-то еще может лучше отстроить. Я не знаю, буду пробовать. Пока вот такие результаты. Но все я вам показывал. Все это можете посмотреть у меня на канале, кто не видел и случайно попал. Ну все, прикручиваю другой. Откручиваю этот, снимаю все. О, кстати, опять забыл часы снять.
электронные часы у меня народ спрашивает, ну тут GPS, давление, все, он пока, ну такие, можно сказать, смарт-часы. Магнитное поле как? Ну вот не действует. Я частенько забываю их снять, но снимаю на всякий случай. Но вот в зоне вот так вот действие никак на них не отражается. Хотя тут и Bluetooth, и всякой всячины в них напихано. Ну, значит, как-то у меня спрашивают по поводу на организм вреда. Но если часы довольно чувствительные, никак на них это магнитное поле не влияет вот на таком расстоянии, то я думаю, что все нормально. Да и частота здесь всего в районе 50 кГц, это невысокая частота. Все, прикрутил вот этот индуктор. Ну, асбест, чтобы не замкнуть ничего здесь, вот, чтобы можно было положить сюда что-нибудь. Ну и попробую вот этот мой тигель из нержавейки, из трубы. 4 мм толщина стенки и 50 в диаметре. Такой тигелек, он хорошо греется, для алюминия очень хорошо. Вот. Сейчас посмотрим, как на этом. Я показывал его в своих видео, в цилиндрическом я грел. Но сейчас посмотрим, как в этом будет греться. Сейчас положим его как-нибудь так аккуратненько. Пришлось кирпичик подложить, а то перевешивает. Получается, все, воду включил, вроде все включил, все подготовил. Сейчас еще кирпичик взять, еще один, потом на него этот горячий поставить, когда сниму. Ну и все. Ну что, давайте пробовать. Включаю. Ну, по скорости сами поймете, как я ничего не ускоряю, просто как есть, так и показываю. Вот сколько будет греть и как быстро, и вот. Тут тоже сразу видно, какие итоги, какая мощность. Все, включаю. Вот. И поехали. От высокой частоты к низкой на резонанс вывожу. Ну, еще раз скажу всем, кто первый раз, может, кто смотрит, я мощность регулирую резонансом. Пока вручную, потому что еще с автоматикой так не разобрался, как лучше сделать. Шесть ампер. Ага. Видите, больше не поднять 6 ампер, очень близко лежит, ну, большая нагрузка на индуктор. Сейчас я чуть-чуть подниму, еще подложу. Почему я и говорю, что согласовывать нагрузку, но он уже горячий. Согласовывать нагрузку всегда надо, потому что ну, много факторов влияет на мощность нагрева. Вот сейчас получается, что очень большая железка, большая нагрузка на индуктор идет очень близко к виткам и просаживается резонанс, поэтому мощности никак больше не поднять. Сейчас я чуть-чуть это дело отставлю в сторонку. Ну, видели, потому что в цилиндрических своих индукторах там у меня расстояние от края до края там приличное, вот так вот примерно. А здесь я положил фактически прямо на индуктор. Ну, давайте еще раз. И сейчас сразу увидите, что можно будет токи поднять гораздо больше. Смотрим. По новой пошли. Так сказать, первый вариант понятно. Там максимум 6 ампер можно было поднять. Ага. Понятно. Очень низкочастотный получился этот индуктор. Не хватает регулировки мне, чтобы это частоту подстроить. Я пока убираю. Вот. Как-то я не подрасчитал, что витков-то тут я побольше намотал.
получилась индуктивность больше, а емкость я не меняю, поэтому, видите, у него тут витков больше. И раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре. Ну вот, на один виток больше и уже не хватает регулировки. Уже уходит ниже 45 килогерц. Ладно, решил смотать, вот один виток отмотал. Вот. Сейчас обрежу, ну и заодно на вот эти, как вот на том индукторе, которым я показывал, как трубка спаивается, вот этот конец отрежу и доварю сюда вот этим твердосплавом. Ну и попробую еще раз. Сейчас попробуем. Ну что, вот отрезал кусок. Ну вот это один виток. Казалось бы, всего-то тут. Ну сантиметров 50-60, если вот этот конец, учитывая, что здесь был. Да, ну даже, наверное, 50 сантиметров. И так влияет. Ну сейчас здесь на шкуре вот это надену сюда эту трубочку на трубочку, ну и запаяю и еще раз потестирую. Теперь должны уложиться в нормальный диапазон и нормально будет греть этот индуктор. Так, все. Переделал, запаял, вот, пропаял. Нормально, трубка пропаивается, проблем нет. Не стал снимать еще раз, потому что, ну, показывал, как она запаивается. Вот этот индуктор ставил и на нем нормально все запаял. Короче, сейчас ставлю обратно этот индуктор. Вот, нормально подошел. Тут сейчас подогну чуть-чуть и все встанет. И продолжим. Все, прикрутил. Вроде не подтекает. Воду включил. Вы видите, разница. Всего 50 сантиметров отрезал, а уже, по идее, должно нормально работать. Сейчас будем смотреть. Ну что, еще раз. Вот положил. Укладываем. Еще не остыл. Так, чтобы ничего не замкнулось здесь. Ну вот как-то так. Запускаемся. Вода вроде... Ну да, вода включена. Все, запускаемся. И смотрим, до каких подымем. До какой мощности. Ну вот, уже нормально. Уже в частоту вписываемся. 4, 6, 8, 9, 11, 12. Ну вот, смотрите, вот здесь вот уже видно, да, что красное. Смотрим снизу, как прогревается тигель. Он как получается с одного бока вот так и греется. Вот. И смотрим, что внутри. Внутри прогревается вот так. Просто где-то такой прогрев можно вполне использовать. Ну вот, если нужно трубу прогреть, ее уже можно чуть-чуть повернуть и другой бок разогреть. Поэтому сейчас вот я это попробую сделать. Камеру возьму так. Так вот. Не замкнуться бы. Вот, видите? В принципе, для запайки какой-то большой трубы тоже такой индуктор, в принципе, вполне может сгодиться. Вполне реально разогревает. Ну, какой-то вал можно там это разогреть, я думаю, вот когда сбоку подносишь. Тоже придумать, как это все использовать, вполне, думаю, реально. Ну, вот он, бок этот и разогревается, который над индуктором, вполне сильно. Все, вот красное там. Видно, да? Ну, вот так. Ну и по поводу, опять вот говорят, магнитные поля. Вот камера, расстояние, тут фактически горячо. Ну, что, 15 сантиметров. Вот, на камеру никак это не влияет. Хотя плоский индуктор, у него в обе стороны, как бы он работает. Вот, поэтому тут вот так. Но если подождать чуть-чуть, еще там это все прогреется, я думаю, очень-очень сильно. Он уже до такого желто-белого коления фактически. Что здесь можно, как бы я придумал, какой-то вот такой
плоский тигелек ставить, понимаете? Как плоский тигель, вот такой ванночкой. И, в принципе, тогда, да, на нем можно вот нормально тут плавить что-то непосредственно в плоском тигле. Тоже будет нормально. Ну, сейчас попробуем сталь разогреть, посмотрим, как будет сталь греться в этом индукторе. Тоже, что очень много меня спрашивают именно по стали. Вот. Многие, ну, работают с железом, там именно очень много интересует не сколько плавка цветных металлов, сколько именно работа с железом. Ну, сейчас вот попробую еще опять вот эти свои железки разогреть на этом индукторе. Ну все, с этим вроде как понятно, да? Работать может нормально, такой формы индуктор вполне. Вот он как раз как вот изогнуто все. Вот видите? Он так и прогревает. И внутри вот. Фактически весь этот низ нормально прогрет. Ну все, выключаю, ребят. Убираю токи. Все. Выключаю. Выключил. Ну вот остывает. Ну ладно, друзья, все на сегодня. Понравилось мне, что можно запаять твердосплавным припоем, медные трубки спаять с помощью индукционного нагрева. Поэтому я тут подумаю какую-то приставочку именно для пайки, чтобы она была переносная, ну типа внешнего блока, как вот я раньше показывал, индукционный нагреватель вот с внешним блоком. Вот что-то в этом направлении. В принципе, получается возможно, если правильно все отстроить, то можно нормально, быстро паять трубки, а это, я думаю, многим пригодится. Ну, кто там холодильники ремонтирует или кондиционеры. Чем с газом работать, бывают такие места, где с газом как-то опасно подлезать. Вот, а индукционный нагрев, в принципе, более безопасен. Там открытого огня-то нет. Вот, поэтому, наверное, надо подумать. А поскольку мне и самому такое надо, поскольку я трубки эти паяю, что-то делаю, переделываю, их между собой спаиваю, поэтому вот подумаю над этим еще вопросом. Ну а так подкидывайте идейки, что попробовать погреть. Я, может, намотаю, перемотаю индуктор. Мне самому интересно посмотреть, что в итоге может получиться. Ну ладно, всем пока, удачи, не болейте. Ну все, пока.